Буквально вчера произошло историческое событие для второй криптовалюты мира эфириум, на которое многие не обратили внимания и до сих пор недооценивают его масштабное влияние. Комиссия по ценным бумагам и биржам, это главный орган, регулирующий фондовый рынок США, опубликовала вот этот документ, в котором указано, что стейкинг не является операцией, связанной с ценными бумагами, а это является подтверждением гарантированного одобрения функций стейкинга в эфириуме ETF самого большого фонда в мире BlackRock. Это позволит крупным инвесторам не просто покупать эфир, но и получать абсолютно пассивный доход, ведь стейкинг это своего рода банковский депозит, позволяющий получать проценты. Вот только если сравнить их с теми, что предлагают банки, мы увидим огромную разницу в пользу эфира. Такого, к сожалению, не может предложить биткоин. Если вы думаете, что фондам не нужен стейкинг, я вам просто покажу приток капитала в ETF за последний месяц, который составил почти 5,5 миллиардов долларов, в то время как биткоин получил всего на $500 000 больше. При этом в последние пару дней мы видим, что пока фонды выводят деньги из биткоина, эфир спокойно продолжает фиксировать приток. Новый прокриптовалютный глава SEC Пол Аткинс, которого лично назначил сам Трамп, в открытую говорит, что эфир это не ценная бумага. И вот как он прокомментировал последнее решение SEC. Под моим руководством SEC стремится обеспечить прозрачность и ясное правило применения законодательства о ценных бумагах, новым технологиям и финансовым инструментам. Сегодняшнее заявление сотрудников комиссии по поводу ликвидного стейкинга – это важный шаг вперед. Оно помогает прояснить позицию SEC в отношении криптовалютной деятельности, которая не попадает под нашу юрисдикцию. Пол Аткинс назвал это проект крипто, направленный на то, чтобы сделать Америку мировым лидером в области криптоактивов. А директор по инвестициям в одного из крупнейших криптофондов Bitwise уже дал инсайт и назвал список монет, которые имеют потенциал роста на фоне этой новой криптополитики SEC. На самом деле это решение выходит далеко за рамки эфира. Оно охватывает крипторынок целиком, потому что вот-вот одобрят ETF заявки на новые монеты, которым также могут добавить функцию стейкинга, что позволит фондам за счет большого капитала делать на этом хорошие деньги. Тем более, когда администрация Трампа взяла такой четкий курс на криптовалюту. Но все же, как последнее решение SEC касательно стейкинга повлияет на эфир и другие фундаментальные монеты в краткосрочной и долгосрочной перспективе, я вам расскажу сегодня в видео. Также я для вас собрал все последние новости, связанные с поддержкой крипторынка в США, как, например, новый указ Трампа о дебанкинге, или, например, план, согласно которому США готовятся к золотому веку цифровой экономики. Еще пару слов хочу сказать о будущем новом главе ФРС, а также о предстоящем снижении ставок в сентябре. Ведь когда страна, которая является центром мировой экономики, делает такие шаги в сторону крипты, на это точно стоит обращать внимание. $10 за комментарий под прошлым роликом получает этот зритель, и если вы оставите комментарий прямо сейчас, у вас также будет возможность выиграть и даже получить еще $10, если будете подписаны на наш Telegram. Так что всем желаю удачи, а мы начинаем. Что ж, сейчас на американском рынке в центре внимания недавнее решение SEC по поводу стейкинга. Об этом, как всегда, оперативно сообщили редакторы нашего Telegram в утреннем дайджесте, который выходит каждый день. Мы не публикуем все подряд, а в первую очередь фильтруем новости и разбираем их влияние, чтобы вы не тратили на это свое время, а также делимся только той информацией, которую реально стоит знать всем инвесторам. Так что подпишитесь, ведь сегодня у нас вышел пост с разбором адреса кита, который занимает первое место трейдеров на Hyperliquid, и там отображаются все его позиции. Если что, ссылка есть в описании. SEC официально сделала шаг навстречу крипте. Комиссия заявила, что в ряде случаев ликвидный стейкинг не считается предложением ценных бумаг, то есть это уже не попадает под их жесткое регулирование. Если говорить простым языком, то регулятор признал, что определенные формы стейкинга, особенно через специальные протоколы, не нарушают закон 33 и 34 годов. Как по мне, это серьезный прорыв, потому что раньше все, что хоть как-то касалось пассивного дохода через крипту, попадало под удар. SEC объяснила, если ты стейкаешь крипту, а взамен получаешь специальный токен-квитанцию, который подтверждает, что у тебя лежат монеты в стейкинге, то это может быть вообще не связано с ценными бумагами. Глава SEC Пол Аткинс прямо заявил, это важный шаг к тому, чтобы прояснить, что находится вне юрисдикции комиссии. И вот это уже начинает складываться в большой пазл. С одной стороны, институционалы активно заходят в ликвидный стейкинг. Те же Digital Labs, VanEck и Bitwise уже ждут одобрения своих фондов на базе Solana. TVL в секторе ликвидного стейкинга уже под $67 миллиардов. Из них 51 миллиард только в эфире. То есть это реально огромный рынок, и SEC не может его просто игнорировать. Но главное, с приходом Пола Аткинса SEC изменилась. Заметьте, вместо прежнего стиля в виде штрафов и угроз, как это было при Генслере, сейчас идет работа по созданию адекватных правил. Это не только касается стейкинга. В мае SEC уже заявила, что протоколы на Proof of Stake сами по себе это не обязательно ценные бумаги, а 29 июля SEC одобрила натуральное создание и поглощение биткоин ETF. Это значит, что теперь можно напрямую обменивать акции ETF на сам биткоин, без фиата. Мне кажется, это огромная победа для всей индустрии. Последнее решение SEC прокомментировал один из самых влиятельных людей в криптоиндустрии. Я говорю о Мэтте Хогане. Это инвестиционный директор большого криптофонда Bitwise, который управляет капиталом на $12 миллиардов. Он дал большой инсайт и рассказал о 3 направлениях в крипте, которые, по его мнению, буквально взлетят в ближайший год. И знаете, что самое интересное? Его прогнозы основаны не просто на догадках, а на заявлении самого главы SEC. Так вот, Пол Аткинс на днях выступил с речью, которую Хоган назвал самым оптимистичным документом о криптовалютах за всю историю. Представьте себе, не какой-нибудь криптоаналитик, а официальный регулятор говорит, что США хотят стать мировым лидером в блокчейне, в DeFi и в приложениях вроде Coinbase и Robinhood. Теперь внимание, что советует Хоган. Первое направление – эфириум и блокчейны первого уровня. По его словам, такие платформы, как эфириум, Solana, Cardano, NIR, Avalanche и другие – это фундамент всей криптоэкономики.
криптоэкономики. Они уже поддерживают стейблкоины, токенизацию активов, и именно на них будет строиться цифровые финансы будущего. И тут он предлагает простой подход. Не брать одного победителя, а инвестировать в целую корзину топовых блокчейнов. Так вы покрываете сразу весь перспективный сектор. И не гадайте, кто из них вырастет сильнее. Хотя я не рекомендую инвестировать сразу во все монеты из одного сектора. Лучше брать максимум 2-3 монеты, которые имеют хорошую фундаментальную поддержку. Второй нарратив – супер приложение. Здесь Хоган делает ставку на такие платформы, как Coinbase и Robinhood. Он говорит, что Coinbase уже не просто биржа. Они идут в сторону банковских сервисов, карточек, стейкинга и даже традиционных активов. А Robinhood наоборот, начала с традиционных активов и быстро захватывает криптосектор. Всех с новым руководством дает зеленый свет таким проектам. И Хоган напрямую заявляет, одна из этих компаний может стать первым в истории финтех с капитализацией более 1 триллиона долларов. И третье направление – это DeFi. Тут все просто. DeFi – это уже не игрушка. Например, Uniswap обработал 88 миллиардов долларов за один только июнь. Протоколы типа Avi зафиксировали рекорд по объему заблокированных средств. А что будет теперь с нормальным регулированием? DeFi не просто выживет, а вырастет в 5, 10 или даже в 50 раз. Кстати, если вы желаете, чтобы я сделал для вас топ-монет одного из самых перспективных секторов на рынке, давайте наберем минимум 1000 лайков. И в комментариях пишите, какой именно сектор вас интересует. Также глава Bitwise вчера заявил, что фонды и целые государства уже ведут переговоры о покупке биткоина, стратегические резервы, и мы на ранней стадии экспоненциального роста интереса. В итоге, друзья, посыл очень простой. Америка меняет правила игры. SEC из врага крипты превращается в ее союзника, а поскольку именно США выступает главным источником притока капитала в крипторынок, это является очень сильным фундаментальным фактором для роста всего крипторынка. На сегодняшний день функция стейкинга в ETF играет важную роль именно для эфира, который сейчас активно скупает фонды. Если посмотреть на приток капитала в ETF за июль, мы увидим рекордную цифру в 5,4 миллиарда долларов. Если, например, биткоин фиксирует отток на протяжении 4 дней, у эфира красные дни были только 2 раза подряд. И за последнее время наблюдается приток. Ведь, как я сказал, фонды напрямую заинтересованы накопить сейчас как можно больше эфира, чтобы потом его стейкать и получать хороший профит на пассивной основе. Именно поэтому в ролике с разбором событий на август моя главная рекомендация заключалась в том, чтобы откупать фундаментальные монеты на просадке, а эфир в первую очередь. И сейчас просадка рынка – это чуть ли не идеальное время, причем не только для покупки на споте, но и для торговли. Например, после того, как Uniswap протестировал первую поддержку, все участники нашей подписки Coin22 Pro получили точки входа и заработали на росте его цены. И что самое главное, такой формат работы идеально подходит новичкам, потому что кроме подробной аналитики рынка, мы предоставляем пошаговое обучение, которое базируется на практике, и сопровождение. А если у вас будут возникать вопросы, вам всегда ответит наша поддержка. Плюс к этому мы поможем вам собрать сбалансированный криптопортфель. Поэтому, пока рынок предоставляет такой шанс для входа, не стоит его упускать. Присоединяйтесь к Pro по ссылке в описании и уже сегодня получите первую прибыльную сделку. Продолжая тему с эфиром, хотел бы вам показать некоторую метрику, которая отражает изменения в сети после решения SEC по стейкингу. Количество транзакций на блокчейне достигло годового максимума, и все это на фоне заявления от SEC. На сегодняшний день в стейкинге заблокировано уже больше 36 миллионов эфиров. Это почти 30% от всего предложения. Иными словами, огромное количество холдеров, которые держат эфир, решили не продавать, а застейкать свои монеты, чтобы получать пассивный доход. Это значит, что предложение эфира на рынке падает, а значит давление на цену также снижается. Кстати, только за первую половину июня было застейкано еще 500 000 эфиров. Это примерно 1,8 миллиарда долларов по текущим ценам, а общее количество монет, которое лежит на адресах без истории продаж, уже превысило 23 миллиона. Это более 80 миллиардов долларов. И по сути эти активы просто вывели из оборота. Но есть нюанс. Даже несмотря на все эти позитивные сигналы, SEC пока не приняла окончательного решения по заявкам от Bitwise, а также компании BlackRock на включение стейкинга в их эфириум ETF. То есть ликвидный стейкинг вроде бы признан неценной бумагой, но все равно с точки зрения закона ситуация остается неопределенной. Тем временем DeFi по-прежнему находится в серой зоне. Никакого полноценного закона нет. Да, в Конгрессе обсуждается закон Clarity, который должен наконец-то навести порядок и освободить DeFi протоколы от части ограничений, но пока это все только в проектах. Европа также пока не спешит. В их законе о крипторынке, который называется MiCA, вообще нет ни слова про DeFi, хотя уже известно, что в следующем году европейские политики собираются всерьез заняться этим вопросом. Тем не менее, эфириум прямо сейчас укрепляется, как основа всей криптоэкономики. Люди стейкают, не продают, активность растет, а фонды все больше интересуются. И даже если регуляторы не определились, все идет к тому, что новые правила все-таки появятся. И когда это произойдет, эфириум будет к этому полностью готов. Поэтому внимательно следим за этой ситуацией. Потому что если SEC окончательно признает ликвидный стейкинг вне юрисдикции, а DeFi получит зеленый свет, мы можем увидеть новый этап в развитии крипторынка в США. Также в последние дни на слуху дебанкинг, о котором лично заявил сам Трамп. Но что это вообще такое? И как это может оказывать влияние на крипту? Трамп хочет заставить банковских регуляторов расследовать случаи так называемого дебанкинга, когда криптовалютным компаниям или клиентам, которые связаны с политикой, просто отказывают в банковских услугах, причем без объяснений. Такое ощущение, будто тебе просто перекрывается доступ к финансовой
системе, и все. Этот указ, по данным Wall Street Journal, уже подготовлен, и как только он будет подписан, регуляторы начнут проверять, не нарушил ли какой-то банк законы, включая антимонопольное законодательство, также защиту прав потребителей и принципы добросовестного кредитования. А если нарушения будут, то, конечно же, последуют штрафы и большие санкции. Но что вообще произошло? Криптоиндустрия давно говорят, что при администрации Байдена началась настоящая атака на цифровые активы. Компании заявляют, что им массово закрывали счета, и банки отказывались с ними работать. Особенно это усилилось после краха биржи FTX в конце 2022 года. И многие тогда заподозрили. Дело не в страхе, а в политике. Даже в Coinbase тогда заявили, что банки буквально засыпали вопросами от регуляторов про крипту и стейблкоины, пока не начали отказываться от таких клиентов. А когда Coinbase подала иск, уже выяснилось, что это не паранойя. Реально были письма от организации FDIC, где банкам рекомендовали приостановить криптооперации, то есть давление шло напрямую. Эту ситуацию подробно прокомментировал венчурный инвестор Ник Картер, который намекал на старую практику Минюста США, когда в 2010-х годах закрывали доступ к банкам для компаний с сомнительной репутацией, например, которые выдают быстрые займы до зарплаты. Он также нацелен на так называемый политический дебанкинг, когда банки якобы отказывают в обслуживании консерваторам и правым активистам. Да, это звучит жестко, но такие жалобы реально были. В проекте указа говорится, что некоторые банки могут участвовать в расследованиях, связанных с политикой, но Трамп хочет положить этому конец и дать понять, что если ты криптокомпания или у тебя есть события, которые негативно связаны с политикой, это не повод для банка закрывать тебе доступ к финансовой системе. Кстати, ФРС уже отреагировала и заявила, что больше не будет проверять клиентов на репутационные риски, то есть формально перестанет оценивать, насколько опасна репутация клиента для банка. Такой же подход теперь может быть закреплен на уровне закона. В общем, друзья, если Трамп реально подпишет этот указ, это будет реальный разворот в политике США в сторону свободы финансов, и крипта от этого только выиграет, потому что когда банкам напрямую говорят, либо вы поддерживаете крипту, либо закрываетесь, их решение будет очевидным. Также интересный вопрос касается ставок ФРС. Вероятность понижения ставки в сентябре продолжает расти и уже превышает 90%. Это происходит на фоне последних экономических данных, а значит уже в сентябре есть большая вероятность увидеть первое снижение за весь 2025 год. Более подробно это я обсуждал в большом прогнозе на август. Если вы не видели, то советую посмотреть. И плюс к этому на этой неделе Трамп уже объявит 4 кандидата на пост нового главы ФРС. То есть все идет по очень положительному сценарию, который я озвучивал ранее. Он заключается в том, что ФРС сделает первое понижение, и это максимально положительно отразится на рынке. А когда в мае 2026 года в ФРС придет новый человек от Трампа, денежно-кредитная политика будет направлена на стимулирование экономики, из-за чего акции крипта будут расти. Но на рынке биткоина сейчас происходит интересная история. Розничные инвесторы массово продают биткоин, а вот большие игроки наоборот активно скупают. И это может кардинально изменить расклад сил на рынке. По данным Arkham, такие компании как Fidelity, ARK Invest и Grayscale фиксируют прибыль и продают биткоин. Формально они представляют интересы частных инвесторов, поэтому их относят к розничному сегменту. Но в то же время крупные игроки, такие как фонды и компании, наоборот набирают позиции в биткоине. По сути, монеты переходят из слабых рук, тех, кто продает, в сильные руки, тех, кто будет держать монеты долгие годы. Но что это значит? Когда биткоины скапливаются у долгосрочных инвесторов, риск массовых распродаж резко снижается. Сейчас под контролем публичных компаний уже 4,4% всех выпущенных биткоинов и еще 2% у непубличных. Если посчитать вместе с ETF, правительствами, майнерами и прочими крупными холдерами, получается уже 16,5% от всей эмиссии. И эта цифра продолжает расти. 5 августа появились два новых крупных холдера, которые покупают биткоин. По данным чистой покупки биткоина со стороны больших игроков достигли 97%. То есть почти все они сейчас только докупают, а не продают. Впервые доля среди больших инвесторов поднялась выше уровня 11%. И это серьезный сигнал. Рынок становится все более управляемым крупными игроками. Чем это может обернуться? Например, аналитик Эрик Балчунас уверен, что все хорошо, особенно с учетом роста ETF на базе биткоина. Запуск таких фондов в прошлом году изменил индустрию навсегда. Ведь крупные игроки, покупающие через ETF, зачастую держат активы очень долго и не продают. А значит, про суровые криптозимы можно забыть. И конечно же в этом есть логика, потому что у больших инвесторов одна и та же стратегия – держать долгосрок, что не будет оказывать сильного влияния на локальных коррекциях. Но в любом случае мы продолжаем следить за рынком. И если будет важное объявление по этому поводу, вы узнаете о них первыми. Напоминаю вам, что большой биткоин-прогноз на август есть на канале, и поэтому если вы не видели, обязательно посмотрите. Также ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на Telegram. Увидимся очень скоро. Как всегда, желаю всем удачи, до скорых встреч.